Что лучше использовать при дефе цитаделей? Какой шмот? Обычную тривиальную Убу, либо же шмот Асгарда? Стоит ли копить на этот шмот Асгарда для того, чтобы покупать тем игрокам, которые играют абсолютно только от защиты, а также тем игрокам, которым важна защита цитадели, башен и других аналогичных строений? Поговорим об этом в этом видео. Поехали! Банда, смотрите, уважаемый Торин предоставил уникальную возможность протестить кое-какие вопросы. Для этой цели мы будем делать следующее. Значит, у нас есть обычная тривиальная Уба 9 уровня. Ничего особенного здесь нету, с единственной разницей, что у нашей самураи есть титул. Давайте проведем нехитрый тест при помощи Т7 и закрепим нашу цитадель вот такими двумя походами. Значит, на всякий случай сделаем 2, потому что панда все-таки сильнее, я надеюсь, но бить она будет больно, но по-своему аккуратно. Так, давайте мы сейчас ей активируем штурм и будем наносить штурм, к примеру, каким-то определенным числом, да, определенное число будет, ну, давайте сделаем так, давайте сделаем, к примеру, 130, да, ну почему бы и нет, сохранить. Давайте сделаем штурм на 130 и вот этим 130-м штурмом нанесем непоправимый урон по тестеру. Да, поехали. Напоминаю, у нас здесь бежит Уба, тресь, бам, вот такой вот удар. Давайте отсюда свалим, пока нас тут не накрыло медным тазиком. Так, мы здесь проводили основные тесты. Мы вот этот оставим, остальные удалим. Вот это мы тоже удалим. Достигнута точка. Надеюсь, никто не увидит, что мы достигли какой-то точки. Так, что же мы здесь увидели? Ребята, удар, конечно, сильный. Это Уба. И Уба штурм из 130 миллионов луков, это, напоминаю, антикласс, унесла жизни 117 миллионов 907 314. Вот такое количество юнитов у нас сдохло, когда мы нанесли по ним вот такой урон. А теперь мы заменим вот это на шмот Асгарда. Он абсолютно аналогичный, но сделаем с одним небольшим исключением. Сначала мы сделаем вот так, и потом мы сделаем вот так, и потом мы сделаем вот так. Мы не будем менять сейчас. Здесь точно такие же камни и точно такой же уровень шмота. Давайте мы сейчас отправим аналогичный креп. Ничего не меняем, подкрепление не меняем. Меняется меняется только судьба злодейка. Ничего не меняется, абсолютно ничего не меняется. И нанесем непосредственный штурм нашей пандой. Наша панда громко плачет, уронила в речку Т7. Понесся штурм, тресь, теридесь, тесь. Вот такая вот история. Мы быстренько свалили, чтобы не попасть под суровую раздачу йотунов. И посмотрим, что же нам дал шмот Асгарда. Напоминаю, при ударе в Убе у нас умерло 117 миллионов. Раз. Опа-на, ребятулечки, обратите внимание, уже при ударе в шмоте Асгарда, шмот Асгарда, невзирая на то, что он у нас, это шмот Асгарда без амулетов. Без амулетов. Шмот Асгарда, если верить, значит, умерла у нас намного меньше. Умерло 103 миллиона 636 тысяч 674. Любопытно. Смотрите, давайте мы сейчас немножко окунемся в историю и посмотрим здесь урон войск при захвате крепостей, урон войск нападений на города, урон всех войск, здоровье, все. Казалось бы, здесь написаны на некоторых шмотах атакующие показатели. Здесь давайте посмотрим. Урон войск при захвате крепостей, защита войск, нападения на города, просто защита войск, здоровье войск. В совокупности может быть
вернее, по отдельности какой-то шмот будет работать, возможно, хуже. Если у нас хватит войск, мы этот вопрос тоже протестим. Но давайте мы сейчас обратим внимание, если мы поменяем полностью. Почему я оставил амулеты? Потому что амулеты имеют минуса против луков. А в данной ситуации мы получаем трындюлей луками. Так, давайте мы чуть-чуть подлечимся. Ага, фиг вам. Старинное японское творчество. Фиг вам. Так, тихо. Да, короче, нечем нам лечиться. Приходи к нему волчиться. Так, ладно. Что у нас? Давайте отправим подкрепление. Отправляем подкрепление раз, а на второе подкрепление у нас, хватило, но с последних сил, как говорится. Так, у нас здесь шмот Асгарда в фулл комплекте. Ну, это в принципе достаточно, я думаю, чтобы вам получить какое-то представление о данном уроне. Давайте, панда бежит еще один раз, тресь. Вот такой вот эпохальный урон. И посмотрим, мы поменяли еще и амулеты. Здесь, напоминаю, был штурм без амулетов и умерло 103 миллиона. Пам-парам-пам. 90! Да ну на... Ребята, почувствуйте разницу. В дефе шмот Асгарда работает. Ребят, я считаю, что это более чем понятная история. 90. Почувствуйте разницу. 90 миллионов против 117. Это фактически 27, да? Это очень много. 27 миллионов. Это очень много. По моему представлению, 90 миллионов 854 тысячи 674. Ребята, это до 76. 676. Это очень дохрена. И я считаю, шмот Асгарда не зря считается одним из топовых шмотов. Ну, вернее, одним, потому что он таковым и является. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. Ребятулечки, я считаю, что это овер до хрена. Это овер много, и это круто. Хотя, видите, защита войск при захвате крепостей. Урон войск нападения. Да, просто здесь он увеличит. Урон всех войск, здоровье всех войск, урон против пехоты. Антиклассовые урончики там, сям. И помаленьку, потихоньку. Защита войск нападения города. Видите, защита всех войск, здоровье всех войск. Что же нам говорит Уба? Уба нам тоже говорит неплохие показатели. Тихо, это не та Уба, вот та Уба. Урон войск при захвате крепостей, защита войск, урон всех войск, защита, блин, ну да. Урон войск при обороне крепостей, защита войск при обороне крепостей. И здесь показатели немалые. Но по сути, по факту, вы видите, что же здесь действительно происходит. Защита всех войск дают ботинки всего лишь. А Уба у нас дает показатель. Так, давайте посмотрим. Здоровье войск при захвате, урон войск при обороне крепостей, защита войск при обороне крепостей. 271%, 271%. То есть, грубо говоря, это 550, ну почти 550% бонуса. Помимо тех показателей, которые дают там эти камни и всякая остальная ерунда. Защита всех войск, здоровья. Ребят, это немало. Уба дает визуально очень много. Так, вот здесь давайте урон войск при захвате крепостей. Защита всех войск 166, здоровье всех войск 166. Вот так, ля-ля-ля, тополя, потихонечку. Но Уба, что дает Уба? Защита войск при обороне крепостей 249. Здоровье войск при обороне крепостей 249. Да, эти показатели как бы неплохие, но по сути они добавляют намного меньше, чем срабатывает Уба. И вы это видите просто эмпирически экспериментальным путем. Я считаю, ребята, это бесспорно и обсуждению не подлежит. Однозначно, при любом раскладе, как бы мы того не хотели, шмот Асгарда, видите, 117 мы потеряли в начале, и на выходе фуловая 90. Вот такие вот потери
потери очень сильно режутся, особенно если работают антиклассы. Что могу порекомендовать при покупке шмота? Конечно же, покупать в первую очередь те показатели, вернее, вы видели, ребят, смотрите, важный момент. Если мы здесь мы получили без антикласса 117, и здесь разница сработала 103, то есть, грубо говоря, получили 14 миллионов экономии, 14 миллионов экономии, то если мы добавили поменяли те же самые амулеты Асгарда, поменяли на Убу, вернее мы поменяли Убу на амулет Асгарда, то здесь сразу стало 90, то есть только одно изменение антикласса срезало больше 13 миллионов в защите. Поэтому когда вы будете покупать по порядку ваших приобретений, конечно, уже шмот нужно собирать весь. Но если у вас есть право выбора, конечно же, берите тот шмот, который максимально режет ваш основной атакующий и приносящий вам урон, либо же вид войск, либо же тир. Допустим, шлем дает защиту урон против Т7. И с ростом шмота это все будет еще расти еще больше, больше и больше. Урон войск против 7 тира здесь 92%. И если же вы защищаетесь от, допустим, луков, то, конечно, вам нужно покупать амулеты, потому что они дадут вам 50% против стрелков. То есть подбирайте тот шмот, который будет максимально эффективно давать вам защиту, бонусы и преимущества. В этом суть и свойства шмота Асгарда. Каждая шмотка работает против определенного тира, и каждая шмотка работает против определенного вида войск, что является минусами, срезая урон у вашего антикласса. Вот такая вот история, вот такой, ребята, нехитрый тест. Шмот Асгарда брать нужно в первую очередь, он работает как в защите, так же само и в атаке. Потому что, как говорится, у вас нет другого выхода. А еще у вас нет выхода, как подписаться на канал, задать вопросы и по возможности получить ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.